Говорят, незадолго до гибели Атлантиды один из ее мудрецов поднялся на высокий холм в самом сердце острова. Он взял с собой чашу воды из священного источника и кусочек орехалка, редкого металла, сиявшего как солнце. Он знал, что конец близок. Но, стоя в тишине, он произнес: «Пусть исчезнет земля, но не исчезнет память. Пусть соль сохранит не только рыбу, но и знания». С тех пор каждый, кто ищет истину о затонувшем царстве, будто слышит отголоски его слов в шорохе прибоя, в пыли старинных свитков, в собственных снах. Приветствую вас, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу уютную лекцию перед сном. Здесь, в этом тихом пространстве, где реальность слегка размывается, где разум расслабляется, а воображение расправляет крылья, мы сегодня будем исследовать одну из самых захватывающих тайн человеческой истории. Сегодня мы поговорим об Атлантиде, о том самом исчезнувшем острове-континенте, который, по словам Платона, за одну ночь погрузился в морскую бездну. Но существовала ли Атлантида на самом деле? Мы разберемся, как было устроено это государство, его религия, политика, общественный строй и даже внешняя экспансия. Мы проследим путь этой идеи от философских диалогов Платона до археологических гипотез XX века. Мы коснемся магии и мифов, но не отпустим нить фактов. Факты. Есть ли у нас вообще какие-нибудь факты, касающиеся Атлантиды? И само название «История Атлантиды» не кажется ли вызовом здравому смыслу? Если, прослушав эту лекцию до конца, вы не согласитесь с тем, что Атлантида действительно существовала, вы, по крайней мере, почувствуете, перед вами стояла гипотеза, заслуживающая внимания. Эта лекция не просто сказка перед сном. Это серьезное исследование в мягкой, медитативной обертке. Мы будем разбирать и экономику Атлантиды, и мифологические основания, и археологические версии. Мы изучим структуру государства, попробуем понять мышление его жителей и разгадать, почему же этот остров, если он действительно был, исчез. Эта лекция подойдет тем, кто любит засыпать под голос, ведущий к размышлениям, тем, кто ищет спокойствие, но не скуку, тем, кто увлекается древностями, мифами и великими загадками истории человечества. Так что устройтесь поудобнее, укутайтесь в плед, закройте глаза. Пусть фонари дневных забот и шума внешнего мира в вашей голове погаснут один за другим. Останется лишь голос, идущий сквозь столетия, и волны, что несут нас все дальше и дальше. А теперь начнем с самого начала. Мы перенесемся во времена, когда философия только училась ходить. Когда истина рождалась в беседах, а истории передавались устно, от старца к юноше, от мудреца к ученику. В центре этой истории – Платон. Именно он впервые упомянул Атлантиду. Но что он на самом деле сказал? И почему именно египетские жрецы поведали грекам эту легенду? Давайте разбираться, и начнем мы с первой главы «Письменные свидетельства Платона». Как родилась идея Атлантиды, и можно ли считать ее правдой, или это был философский сон? В сердце каждой великой легенды есть первоисточник. И если Атлантида – это миф, в котором слились мечта и история, архетип и гипотеза, то именно Платон – тот, кто первым вынес ее из тумана преданий на ясный свет слова. Он не только философ и ученик Сократа. Он не просто человек, заложивший основы европейской мысли. Платон – это хроникер тени, который дал мифу форму, дату и место. Его голос – первый, кто поведал миру об Атлантиде, и потому начать мы должны именно с него. История Атлантиды появляется в двух его диалогах – Тимей и Критий. Но чтобы понять, что это за тексты, нужно знать, Платон писал в форме философских бесед. Его герои – реальные и вымышленные лица, обсуждают устройство мира, природу человека, истину и ложь. Диалоги у Платона – это театр идей, где каждый персонаж
играет роль носителя определенной мысли. И вот в одном из таких диалогов Тимея мы слышим удивительный рассказ. В нем участвуют Сократ, Критий, Тимей и Гермократ. Они собираются, чтобы продолжить разговор о том, каким должно быть идеальное государство. Но вдруг Критий говорит, что знает не просто вымышленную модель, он помнит настоящую историю великого народа, жившего за много тысячелетий до их времени. Народ, который однажды попытался завоевать мир, но был остановлен храбрыми афинянами и сам исчез в бездне морской. Этот народ – атланты. Критий рассказывает, что узнал эту историю от своего деда, который в детстве слышал ее от самого Солона, одного из 7 мудрецов Древней Греции. Солон был не только законодателем, но и путешественником. И однажды, во время поездки в Египет, он беседовал с жрецами храма богини Нейт в городе Саис. Жрецы, хранители древнейших архивов, поведали ему нечто необычное. Они сказали: «О греки, вы дети. У вас нет старинных преданий, ибо вы забываете то, что пережили. А у нас в храмах записано все, что было». Жрецы рассказали Солону об огромном острове, лежащем за Геракловыми столпами, то есть за пределами Средиземного моря, в Атлантическом океане. Этот остров, Атлантида, был населен народом могущественным и изощренным, в чьих городах блестело золото и пелись гимны богам. Атланты создали великое морское государство, подчинив себе многие земли, вплоть до самой Ливии и Тирении. Они пришли с войной к Европе и Азии, но были остановлены афинянами, единственными, кто встал против них без страха. И вскоре после этого боги, разгневанные гордыней атлантов, наслали бедствие. В один страшный день и ночь остров провалился в бездну, исчезнув в морской пучине. Океан на его месте стал непроходимым, полным ила и грязи. Платон указывает даже точную дату. Все это произошло за 9000 лет до Солона. Это примерно 9600 год до нашей эры, то есть задолго до любой известной цивилизации. Дата вызывает сомнения у современных ученых, но она придает рассказу масштаб и серьезность. Это не просто сказка. Это притча, облеченная в точные формы. У Атлантиды есть география, политика, религия и трагедия. У нее есть архитектура, корабли, стены, дворцы. У нее есть начало и конец. Но как же понимать эту историю? Многие века ученые спорили, считал ли Платон рассказ об Атлантиде историческим фактом или лишь аллегорией. Был ли это урок гордыни и нравственного падения, или попытка сохранить память о реальной катастрофе, пережитой человечеством в незапамятные времена? Льюис Спенс, автор книги, на которой мы основываемся, полагает, Платон относился к рассказу серьезно. Его обращение к египетским источникам – это не литературный прием, а знак уважения к более древней традиции. Египет в глазах греков был страной мудрецов и архивов. И если египетские жрецы говорили о затонувшем континенте, значит, это было не вымыслом, а знанием, сохранившимся через века. Платон описывает Атлантиду не как нечто эфемерное. Он говорит о точных размерах острова, о его кольцевых каналах и центрах власти, о царях, о жертвенниках Посейдона, о союзах и законах. Он словно передает не фантазию, а отчет. Это история, в которой каждое слово может быть ключом, каждый образ – отражением реальности. В его диалоге нет нотки иронии. Есть волнение, есть серьезность, есть уверенность. Конечно, стиль у Платона художественный, местами возвышенный. Но в этом не знак вымысла, а способ общения с читателем его времени. Он создает не миф, а мифоисторическое повествование, чтобы через красоту донести истину. С этой точки зрения Атлантида не просто остров. Это символ цивилизации, что вознеслась слишком высоко и была сметена.
Это предостережение. Но вместе с тем это и след прошлого, осколок знания, который Платон пытался вернуть человечеству. Вот откуда начинается путь Атлантиды, из уст египетского жреца, через Солона, через Крития, через философский текст. Мы видим, как предание становится повествованием, а повествование – приглашением к исследованию. И теперь, когда мы услышали голос Платона, стоит задать вопрос, а был ли он один? Ведь если за ним последовали другие, если они тоже слышали эхо затонувшего мира, значит, это эхо не случайно. В следующей главе мы вместе заглянем в труды историков и географов, живших после Платона. Кто из них верил в Атлантиду? Кто пытался найти ее следы? И как со временем менялся взгляд на этот исчезнувший мир? Когда Платон впервые поведал миру об Атлантиде, его слова эхом разнеслись по философским школам, домам ученых и храмам, где берегли древние предания. Но это эхо не стихло. Оно продолжило звучать веками, столетиями, проходя сквозь умы историков, географов, поэтов. Вопрос о затонувшей цивилизации не замкнулся в рамках одного диалога. Он стал темой обсуждения для многих мыслителей, писавших после Платона. Некоторые повторяли его рассказ почти дословно. Некоторые встраивали его в более широкую картину мифов и космогоний. Были и те, кто сомневался, кто искал доказательства или стремился найти в легенде скрытый смысл. Но сам факт – Атлантида не исчезла. По крайней мере, из человеческой памяти. Один из самых первых, кто подхватил нить Платона, был Диодор Сикул, греческий историк I века до нашей эры. Его главное произведение – «Историческая библиотека», попытка собрать всю историю человечества от первых времен до его современности. Он не упоминает Атлантиду напрямую, но описывает народ, проживавший за пределами Айкумены, обитаемой части мира в тот момент. Эти народы жили на западных островах за пределами Геркулесовых столпов и были, по его словам, развиты, умелы в мореплавании и обладали особыми знаниями. Совпадение ли это? Или осторожная попытка говорить об Атлантиде, не вступая в спор с критиками Платона? Диодор писал о том, что в Атлантическом океане находятся многочисленные острова, богатые флорой и фауной, и что в древности оттуда прибывали мореплаватели, которые вели торговлю с другими народами и приносили с собой необычные товары и рассказы. Такие фразы звучат как слабое отражение того яркого описания, которое дает Платон. И все же они есть. Они существуют. Значит, история не умерла вместе с автором. Следом за Диодором к теме обращается Помпоний Мела, римский географ I века нашей эры. Его труд «De Chirographiae» – одна из самых ранних сохранившихся географических работ латинского мира. Он создает карту, на которой указывает на существование неведомых земель за пределами известных морей. Там, среди белых пятен и неизученных просторов, он размещает некие западные острова. Их описание туманны, но само их существование вписывается в контекст платоновской Атлантиды. Помпоний не ссылается напрямую на Платона, но его подход – это отражение мировоззрения эпохи. Если мир велик и неизведан, то и легенды, подобные Атлантиде, имеют право на существование. Он говорит об океане, полном таинств и загадок. О месте, где обитают необычные народы, где острова появляются и исчезают, где боги когда-то жили среди людей. Такой образ Атлантики – нечто среднее между научной гипотезой и мифологическим знанием. Это уже не просто философия. Это географическое любопытство, граничащее с верой. Особое внимание заслуживает Страбон, выдающийся греческий географ, живший между 63 годом до нашей эры и 24 годом нашей эры. Его труд «География» стал одной из самых влиятельных энциклопедий античного мира. Страбон упоминает Атлантиду скорее как слух,
предание, передаваемое от других авторов. Сам он настроен скептически, но не категорично. Он пишет о возможности существования земель, которые могли быть затоплены. Он размышляет о подвижности земной коры, о роли землетрясений и наводнений в изменении облика Земли. Для Страбона важно не подтвердить миф, а оценить его вероятность. Он анализирует древние тексты, сопоставляет географические данные и приходит к выводу: многое еще не открыто, многое может быть скрыто под слоями времени. Его научный скепсис не отрицает миф, но стремится поставить его в рамки вероятного. На фоне этих серьезных голосов звучат и более сказочные. В трудах античных авторов упоминаются амазонки, горгоны, народы, живущие на краю света, в стране, называемой Мерина. Эти легенды вплетаются в общий узор мифологии, где Атлантида – лишь один из ярких фрагментов. Страна Мерина, по описаниям, находилась далеко на западе, где солнце уходит за горизонт. Там жили женщины-воительницы, обитали чудовища и происходили странные явления. Можно ли считать это отголоском платоновской истории? Возможно. А может, это та же песня, но на другом языке. Важно понять, что в античности миф и история не были противоположностями. Они были способами описания реальности. Миф говорил о том, что забыто, но не утрачено. История о том, что записано, но не всегда понято. И Атлантида существовала на пересечении этих двух путей. Не все мыслители верили в ее существование. Одни считали рассказ Платона аллегорией, другие – недосказанной правдой. Но идея Атлантиды жила. Она вдохновляла, вызывала споры и не отпускала умы. И вот теперь перед нами возникает новый вопрос. Если мы уже выслушали Платона и его продолжателей, что может сказать современный взгляд? Что может дать метод исследования, анализа, сопоставлений? Где искать Атлантиду, если не в словах, то, может быть, в следах, оставленных в ландшафте, культуре, генетике? В следующей главе мы шагнем за порог преданий и откроем двери научного подхода. Попробуем понять, какими путями можно приблизиться к истине, и есть ли шанс, что Атлантида была реальностью, которую мы почти утратили, но еще можем узнать заново. Говорят, время – лучший разрушитель. Оно стирает не только следы на песке, но и стены, книги, целые города. И если Атлантида действительно существовала, то ждать от нее прямых свидетельств все равно, что искать сохранившийся лепесток на дне вулкана. Но разве это значит, что искать не стоит? Наоборот. Если уж эта легенда пережила века и дошла до нас, мы обязаны попытаться. Но искать нам придется не прямые доказательства, а косвенные. Мы будем работать, как археологи сознания. Вглядываться в мифы, сравнивать культуры, изучать формы, звуки, символы. Искать не саму Атлантиду, а тень, которую она могла отбрасывать на берега истории. Льюис Спенс писал: «Разумно ли ожидать прямого документального свидетельства, касающегося цивилизации, которая полностью исчезла более 11 тысяч лет назад?» И отвечал: нет. Но мы можем доказать ее существование другими средствами. В этой главе мы вместе рассмотрим, какие именно. Первое. Что приходит в голову, это археология. Если Атлантида была реальной цивилизацией, должны же остаться хоть какие-то следы. Храмы, постройки, каналы, гончарные изделия, орудия труда. Но здесь все не так просто. Проблема в том, что, по словам Платона, остров-континент исчез за одну ночь. Землетрясение, наводнение – это не просто катастрофа, это полное разрушение. Если остров ушел под воду, то археологу там делать нечего. То, что могло быть найдено, либо погребено под слоями ила, либо уже давно уничтожено. Океан – не библиотека. Он не хранит, он поглощает. И все же, даже под водой, люди находят загадочные формы,
подводные структуры, напоминающие руины. В научной и околонаучной среде описываются находки в Атлантическом океане, затопленные равнины, странные платформы. У берегов Бимини, среди лазурных вод Багам, на морском дне тянется странная каменная гряда. Это не коралловый риф, не естественное отложение. Словно древняя дорога. Она выложена из крупных прямоугольных плит, как будто кто-то когда-то прокладывал путь в глубины. Ее протяженность около 700 метров. Одни уверены, что это просто известняковая платформа, подвергшаяся выветриванию. Другие, что перед нами остатки искусственного сооружения. Интересно, что именно здесь, по направлению за Геракловы столпы, и указывал Платон. И хотя возраст оценивается в 2-3 тысячи лет, значительно моложе предполагаемой Атлантиды, география и масштаб наводят на размышления. А может, это лишь вершина, оставшаяся от чего-то куда более древнего, скрытого глубже под слоями времени? Далеко на юго-западе, между Кубой и Юкатаном, скрывается еще одна загадка. На глубине более 600 метров сонары однажды зафиксировали правильные геометрические образования, платформы, прямоугольные формы, возможные очертания пирамид. Вода там тиха, но ее безмолвие хранит тайну. Если эти объекты действительно лежат на такой глубине, это значит, что они существовали до того, как океан поднялся после последнего оледенения, то есть до самого времени, которое называл Платон. Подтверждений мало, исследований еще меньше, но само местоположение, в сердце Атлантического региона, делает эту находку одной из самых интригующих. Конечно, ни одно из этих мест не может с полной уверенностью называться Атлантидой. Ни одна плита у Бимини, ни один залитый илом фундамент у Кубы не содержит надписи «Здесь жили атланты». Но все они – отголоски, следы. Возможно, это не руины одной страны, а осколки общего культурного слоя, некогда покрывавшего берега океанов. Следующий путь – география и геология. Земля меняется. Континенты дрейфуют. Горы вырастают, а острова тонут. Ученые давно изучают тектонические процессы, и многие из них сходятся в том, что 10-12 тысяч лет назад климат резко изменился. Это было окончание последнего ледникового периода. Уровень моря поднялся, затопив прибрежные районы. Целые области ушли под воду. В качестве примеров приводится Сахара, которая когда-то была зеленой. Ла-Манш, который был сушей. Берега Японии, где обнаружены подводные террасы. Возможно, Атлантида – это не один остров, а целый регион, часть которого ушла под воду, часть осталась, но изменилась до неузнаваемости. Место между Европой и Америкой, между севером и югом, где сталкивались культуры, воды, племена. Если такая территория существовала, она могла быть колыбелью многих народов. И если мы видим сходство в легендах разных континентов, то, может быть, это не совпадение, а следствие общей истории. Здесь мы подходим к этнологии. Это наука о народах, их культуре, обычаях, языке. И вот что интересно, у многих народов есть предание о земле, ушедшей под воду. У майя и ацтеков это Ацтлан. У басков – Ибар. У кельтов – Авалон. У африканских племен – земля, утонувшая в наказание. Даже у народов Полинезии есть истории о Великом острове, разрушенном бурей. Можно, конечно, сказать, что страх воды – архетип, что в каждой культуре есть миф о потопе. Но тогда почему во многих этих мифах встречаются общие черты? Развитая цивилизация, гордыня, гнев богов, разрушение и память. Иногда даже названия похожи. Иногда ритуалы. Иногда песни. Некоторые исследователи обращают внимание на культурные параллели. Говорят, если мы находим в удаленных друг от друга частях света традиции, обряды и архитектурные формы,
которые не могут быть объяснены локальным развитием. Возможно, они имеют общее происхождение. Так называемый комплекс Атлантиды – совокупность культурных элементов от астрономических знаний до культа воды, повторяется в разных регионах, но не имеет очевидного источника. К примеру, пирамиды. Египет, Мезоамерика, даже Китай. Почему такие разные народы пришли к одной архитектурной форме? Почему в ритуалах повторяется идея потопа, очищения, жертвы? Почему образы змей, солнца, Великого океана столь универсальны? Одна из гипотез гласит, в древности существовала цивилизация, которая дала начало этим культурным мотивам. И хотя сама она исчезла, ее след остался в символах, в ритуалах, в генетической памяти. Это не доказательство. Но это улика. А если улик становится много, и они совпадают, и складываются в логичную картину, то почему бы не рассмотреть ее всерьез? Исследовательский подход в этом случае – это мост между наукой и мифом. Не отказ от логики, но и не слепая вера. Миф может быть историей, пережившей саму историю. Слово может быть свидетелем, если не было письма. И задача исследователя – не только отвергать невозможное, но и задаваться вопросами «а что если?». Если мы уже допустили, что Атлантида могла существовать, то следующий шаг – поиск ее местоположения. Что говорят географические факты? Как мы можем найти на карте исчезнувшую Землю? Если Атлантида и вправду существовала, значит, у нее было свое место. Своя форма, своя территория. География не просто фон для легенды. Она – ключ. Потому что каждое слово Платона, каждое упоминание древних карт, каждая гипотеза о затонувшем материке начинается с одного вопроса – где она была? Платон утверждал, что Атлантида находилась за Геракловыми столпами. Это выражение для древних греков означало конец известного мира – Гибралтарский пролив, врата, разделяющие Средиземное море и Атлантику. За ними начинался мир неизведанный, полный тумана и опасностей. И именно туда он помещает огромный остров, больше Ливии и Азии вместе взятых, процветавший, а потом исчезнувший за одну ночь и один день. Именно поэтому самой логичной и первой версией считается расположение Атлантиды в Атлантическом океане. На старых морских картах, вплоть до XVIII века, в этой зоне изображались странные формы, острова, которых не существует, очертания, которых нет. Особенно интересен миф Атлантический хребет, гигантская подводная горная система, проходящая от Исландии до юга Атлантики. Некоторые участки хребта едва выступают из воды, как, например, Азорские острова. Это место изучают с особым вниманием. Высказываются предположения, что в далеком прошлом здесь мог быть крупный массив суши, частично ушедший под воду в результате геологических сдвигов и климатических катастроф. Есть гипотеза, что Атлантида могла быть частью Азорского плато, огромной тектонической платформы, лежащей прямо посреди Атлантики. Сегодня Азоры – это лишь верхушки горных вершин. А что если в прошлом они были центром большого архипелага или даже континента? Уровень океана за последние 12 тысяч лет поднялся более чем на 100 метров. То, что было сушей в 9600 году до нашей эры, сегодня может лежать на дне. Но существуют и другие версии. Например, пустыня Сахара. Кажется невозможным, что один из самых засушливых регионов планеты может быть связан с морской легендой. Однако на картах древности, на границе сегодняшней Мавритании, есть необычная геологическая формация, структура решат или глаз Сахары. С воздуха она выглядит как гигантские концентрические кольца, почти идеально совпадающие с описанием столицы Атлантиды, окруженной кольцевыми каналами и водными путями. Хотя регион сегодня сухой, исследования показывают,
что в глубокой древности здесь были реки, озера и влажный климат. Вода, которая ушла. И, возможно, с ней целая история. Существуют также теории, связывающие Атлантиду с берегами Испании и Португалии, с Канарскими островами, с Карибским бассейном и даже с южными районами Гренландии. Общее у всех этих мест – они лежат в пределах или рядом с Атлантической зоной, находятся в зонах тектонической активности, а некоторые из них до сих пор не до конца исследованы. Некоторые археологи считают, что признаки исчезнувшей цивилизации нужно искать именно там, где континентальные плиты сталкиваются, где Земля может внезапно подняться или опуститься на дно. Но если география – это карта, то карты – это еще и память. Есть свидетельства, которые не так легко объяснить. Например, карта Пири Рейса, составленная в 1513 году. На ней изображены берега Южной Америки, Африки и Антарктиды, точнее, ее очертания подо льдом. Лед там появился, как мы знаем, тысячи лет назад. Откуда автор карты мог знать форму материка, которую мы открыли только в 20 веке с помощью спутников и эхолокации? Ответов нет. Но карта существует. И она не единственная. Есть также карта Орантея Финиуса, 1531 год, где изображены земли в районе Южной Атлантики, которых нет на современных картах. На старинных глобусах встречаются обозначения Антилья и Атлантис, островов, исчезнувших или неоткрытых. Да, возможно, это фантазия картографов, ошибки или переосмысление сведений. Но почему фантазии так часто совпадают с одной и той же точкой на карте? Некоторые упоминания встречаются и в хрониках путешественников. Есть тексты, где рассказывается о земле за морем, откуда пришли первые знания. Об острове Солнца, исчезнувшем под водой. Об обитателях, плававших по морям, но исчезнувших бесследно. Все это – разрозненные, слабые следы. Но если их наложить на карту, получается направление. И именно его мы и будем дальше изучать. В следующей главе мы обратим внимание на описание самой Атлантиды, ее устройство, структуру, кольцевые каналы, сельское хозяйство, дворцы и храмы. Ведь если остров действительно существовал, его география была не просто точкой на карте, а целым миром. Каждая цивилизация начинается с человека. С тех, кто строил стены, поклонялся богам, вел войны и заключал союзы. Кто были эти люди, населявшие Атлантиду? Как они выглядели? Какие обычаи исповедовали? И остались ли следы их крови, языка или культуры в мире, где все давно затерто ветрами времени? Платон дает немного информации о расе атлантов. В его рассказе они – потомки Посейдона и смертной женщины Клейта. Их первая столица располагалась на холме, окруженном кольцами воды и суши. Посейдон разделил остров между своими сыновьями, и правившая династия, по словам Платона, хранила божественное начало. Но со временем эта божественная часть в них стала ослабевать, уступая человеческой природе. Они стали жадными, гордыми, амбициозными, и тогда, как сказал философ, боги решили их наказать. Однако, если выйти за рамки платоновского текста, можно найти более широкий образ. Исследователи, изучавшие мифы, фольклор и археологические данные, предполагают, что атланты могли представлять собой особую расу, не только в смысле этническом, но и культурном. Людей, объединенных особыми знаниями, уровнем организации, мировоззрением. Некоторые описания приписывают им высокий рост, светлую кожу, волосы цвета меди или золота и даже необычную форму черепа. В легендах народов Америки, особенно у майя, инков и хоппи, есть образы учителей, пришедших с Востока, высоких, бородатых, белокожих, которых позже ассоциировали с Кёцалькаатлем или Веракочей.
Эти фигуры резко отличались от внешности коренного населения и приносили с собой знания, письмо, счет, строительство, астрономию. Аналогичные легенды существуют и в Европе. У кельтов это Туаты-де-Данан, божественный народ, который пришел с запада на светящихся кораблях, обладал магией и знаниями. У басков это Эускара, древнейший язык, не связанный ни с одним другим в Европе. Некоторые считают, что это может быть лингвистическим отголоском исчезнувшей культуры. Генетика басков также выделяется, у них один из самых высоких процентов гаплогруппы R1b в мире, и она же преобладает на западном побережье Европы в Атлантическом ареале. Лингвистически в этих регионах находят отдельные странные сближения. Например, в языке гуанчей, коренного населения Канарских островов, до сих пор сохраняются слова, не имеющие аналогов ни в арабском, ни в берберском, ни в европейских языках. Гуанчи, высокие, светлокожие, с голубыми глазами, жили на островах, по легенде, оставшихся от погибшего континента. Генетика дает нам все больше ключей. В последние десятилетия исследуются древние ДНК-образцы с территорий, которые могли входить в зону влияния Атлантиды. На западе Европы, в Северной Африке, на Канарах, в Андах фиксируются общие элементы. Их нельзя напрямую приписать одной расе, но они говорят о том, что когда-то между этими регионами происходил культурный и, возможно, биологический обмен. Таким образом, раса атлантов – это не просто забытая нация. Это, возможно, предки или родственники тех, кого мы сегодня считаем народами Запада. Тех, кто внес в историю семена знаний, архитектуры, астрономии, почитания воды и солнца. Их язык исчез, но, возможно, оставил корни. Их лица стерлись, но, возможно, заглядывают на нас с древних фресок. Их тела канули в бездну, но гены нет. В следующей главе мы попробуем понять, как жила Атлантида. Не только кто, но и как строили, как верили, как правили. Потому что народ – это не только облик, это мир, в который он верит, и дом, который он строит. Прежде чем понять, как был устроен город, как текли каналы и как сиял храмовый купол, мы должны вернуться в самую первую точку. Там, где начинается не чертеж, а миф. Потому что именно миф закладывает код цивилизации. И в случае Атлантиды все начинается с Посейдона. Да, это мифология в чистом виде. Бог, влюбившийся в смертную. Кольца воды и земли, вычерченные рукой божества. 10 сыновей, разделивших остров между собой. Но если отбросить форму, остается суть. Это история о том, как порядок побеждает хаос, как власть приходит с благословения, как ритуал становится основой права. Возможно, это не факт, но это истина, сохраненная в символе. Согласно Платону, именно Посейдон стал прародителем атлантов. На склоне холма, посреди океанских бурь, он нашел Клейта, смертную женщину, чья душа сияла как заря. Чтобы защитить ее, он окружил ее жилище кольцами суши и воды и так заложил первую структуру будущей столицы. Из их союза родились 10 сыновей. Каждому досталась часть острова. Но главенство получил первенец, Атлас, имя которого стало именем всей державы. Он стал символом устойчивости, и с его потомков начиналась династия великих царей. Эти 10 правителей не враждовали. Они собирались вместе в установленный срок, приносили жертвы, пили из чаши, в которую стекалась кровь быка, смешанная с вином и водой. Это был священный союз, не только родовой, но и идеологический. Они были не просто наследниками. Они были столпами порядка. Главный храм Посейдона стоял в самом сердце столицы. Он был облицован орехалком, сиял при свете луны и хранил в себе не только статую Бога, но и законы, договоры, символы власти.
Все здесь напоминало: власть – это долг, не привилегия. Так родилась Атлантида не из войны, не из захвата, а из союза. Союза между земным и небесным, между Богом и женщиной, между 10 братьями. Эта структура уже не просто миф. Это философия, архитектура, модель государства. Дух Атлантиды был заложен здесь. В этом образе отца, охраняющего любовь. В этом круге сыновей, не спорящих, а клянущихся. Именно отсюда вырос город, где все было выстроено как мандала. Теперь, когда мы увидели, из чего родилась Атлантида, мы готовы задать главный вопрос: каким уровнем цивилизации обладали ее жители? Насколько далеко шагнули они в технологиях, культуре, науке? Глядя на описание Платона, трудно поверить, что мы говорим о времени, которое по современным меркам можно было бы назвать каменным веком. Примерно 9600 год до нашей эры – это эпоха, когда в других частях планеты люди жили в пещерах, охотились на мамонтов и только начинали приручать животных. Но Атлантида, по тем же описаниям, уже имела кольцевые каналы, мощенные дороги, храмы, дворцы и металлургическое производство. Как такое возможно? Ответ может крыться в особом пути развития. Атлантида не шла по тем же ступеням эволюции, что остальной мир. Она будто бы получила импульс, ускорение от богов, от древних звездных учителей или от особых природных условий, позволивших развить ремесла и технологии задолго до своих соседей. Она словно жила в будущем, внутри далекого прошлого. Технологический уровень Атлантиды вызывает восхищение. Строительство гигантских сооружений, без кранов и бетона, но с таким расчетом, что все выдерживало века. Прецизионная укладка камней, колонны, вписанные в линии света, храмы с идеальной акустикой, а также водные системы, которые регулировали давление и распределяли влагу по террасам. Инструменты, по предположениям исследователей, включали не только резцы и молоты из камня и меди, но и устройства для сверления, шлифовки, полировки. Некоторые предполагают существование техники, основанной на звуке или вибрации, как способ обрабатывать самые твердые породы. Этому есть косвенные подтверждения. В древних сооружениях по всему миру встречаются отверстия, канавки и выемки, которые не могли быть созданы грубой силой. Центральное место в металлургии Атлантиды занимал орехалк. Платон упоминает этот металл как второй по ценности после золота. Его добывали на острове, и им украшали храмы и стены. Считается, что орехалк мог быть сплавом меди с цинком, оловом или даже с неизвестными нам элементами. Он обладал особым блеском, красновато-золотым, будто впитывал солнечный свет. Его применяли не только как украшение, он был символом власти, амулетом и оберегом. Возможно, атланты верили, что орехалк резонирует с энергетическим полем Земли и служит для защиты или усиления ритуалов. Кроме орехалка, атланты, судя по всему, владели знаниями об обработке меди, бронзы, природного стекла и даже керамики с особыми покрытиями. Некоторые исследователи, сравнивая артефакты с Крита и Санторини, находят параллели: тонкая работа по металлу, украшения, узоры в виде волн и спиралей, технические элементы вроде сливных систем и глиняных труб. Эти совпадения могут говорить о культурной преемственности или о том, что минойцы унаследовали нечто от еще более древней цивилизации. Параллели с Египтом также удивительны. Египетские пирамиды, возраст которых до сих пор обсуждается, построены с точностью, которую сложно повторить даже современными средствами. Некоторые теории предполагают, что архитекторы Древнего Египта могли быть потомками выживших атлантов или носителями их традиции. И действительно, в обеих культурах мы видим культ воды, знание геометрии, связь с астрономией, ориентацию построек по звездам. Магия и ремесла в Атлантиде были неразделимы.
Жрец не только молился, он знал состав металлов, умел управлять потоком воды, выращивал растения, собирал кристаллы. Магия не была противоположностью науке, она была ее глубинным основанием. Это была система, в которой каждое ремесло несло в себе сакральную суть. Плотник знал пропорции золотого сечения, мастер по камню, ритм дыхания скал. Все действия были обрядом, а результат – отражением внутреннего мира. Если Атлантида действительно была такова, значит, перед нами пример цивилизации, объединившей физическое и духовное, практическое и мистическое. Каменный век здесь был не эпохой ограничений, а временем высокого знания. Политическая система Атлантиды, как ее рисует Платон, была не просто административной конструкцией. Это был живой организм, распределенный по 10 округам, каждым из которых управлял один из потомков Посейдона. Эти 10 царей не были равны в силе, но были равны в чести. Старший правил всеми, но не как деспот, а как первый среди равных, признанные остальными за мудрость, старшинство и связь с родом Божественного Отца. Каждое царство имело свою столицу, свой административный центр, свою специфику. Где-то преобладали ремесленники, где-то военные гарнизоны, где-то поля и виноградники простирались до горизонта. Атланты понимали, равновесие не в тождестве, а в различии. Одни округа поставляли зерно, другие – корабли, третьи – зодчих, четвертые – философов и жрецов. Это был союз, в котором все части были необходимы, как органы тела. Заседания правителей проводились в центральном храме, в строго установленный день, когда звезды занимали особое положение. Атмосфера этих собраний была скорее ритуальной, чем формальной. Перед началом каждый приносил жертву, пил из священной чаши и лишь затем приступал к обсуждению. Решения принимались единогласно, власть покоилась на доверии, а не на страхе. Закон был не внешним каркасом, а внутренним стержнем, к которому каждый добровольно стремился. Кодекс законов Атлантиды был не просто списком запретов и наказаний. Это был философский текст, в котором каждое правило основывалось на идее гармонии. Например, торговля между округами регулировалась не тарифами, а мерами изобилия и нужды. Если один округ имел переизбыток, он обязан был поделиться с тем, где случился неурожай. Семейные союзы между знатными родами округов контролировались советом жрецов, чтобы не нарушать баланс кровных линий и не допускать усиления одной династии за счет другой. Даже наказания имели не карательную, а исправительную функцию. Виновного могли временно лишить участия в храмовых ритуалах, что считалось тяжелейшим позором. И только в крайних случаях применялась изоляция, изгнание за пределы кольцевого города, в отдаленные земли, где человек лишался связи с сердцем цивилизации. Религиозная жизнь Атлантиды, как и все остальное, подчинялась идее порядка. Главным божеством был Посейдон, но ему не поклонялись в страхе, как гневному владыке. Его воспринимали как отца, защитника, архитектора мира. Храмы Посейдона были не замками, а святилищами. Их стены не угрожали, а приглушенно сияли. Алтари украшались морскими камнями, кораллами, чашами с водой и солью. Огонь и вода встречались здесь в ритуальном танце стихий. Главные праздники совпадали с астрономическими циклами. В дни равноденствий проводились обряды очищения. Атланты опускались в священные источники, жгли огни на террасах, приносили плоды, цветы, рыбу, вино. Пели хоры, медитировали на изображения волн и спиралей, как на символ бесконечного движения жизни. Внутри храмов располагались реликвии, жезлы из орехалка, сосуды с водой из первоисточника, зеркала, в которых, по преданию, можно было увидеть лицо своего предка. Был и особый язык ритуалов, не словесный, а жестовый и звуковой. Тонкие флейты, протяжные раковины, ударные ритмы.
Все это не просто музыка, а вибрация, настраивавшая город на единый резонанс. Каждый храм имел свою тональность. Один для покоя, другой для бодрости, третий для очищения. Атланты верили, гармония внутри начинается с гармонии звука и света вокруг. Философия управления Атлантидой строилась на представлении о двойной природе человека, земной и небесной. Власть была лишь формой служения. Царь считался не главнее других, а ответственнее. Его обучали с детства не только стратегии, но и поэзии, астрономии, гимнастике, медитации. Он должен был быть не только вождем, но и образцом. От него ожидали не приказа, а примера. Улицы Атлантиды отражали это устройство. Утром тишина, прерываемая пением птиц и гулом рынка. Днем гудение мастерских, звон молотов, шум каналов. К вечеру светильники, музыка, запах выпечки и пряных благовоний. Все в городе было соразмерно: ширина улиц, высота зданий, цвет фасадов. Пространство не давило и не теряло себя, оно поддерживало равновесие. Так Атлантида дышала, в ритме звезд, в такте времени, в духе меры. И именно этот дух, возможно, и был самой хрупкой частью великого государства. Потому что если он расшатывается, вся конструкция начинает вибрировать. А что происходит, когда священный ритм нарушается, об этом в следующей главе. Падение не начинается с катастрофы. Оно начинается с тишины. С еле заметной трещины, которая появляется не в стене, а в сердце. И если у цивилизации действительно есть душа, то ее гибель не просто разрушение, а предательство того, что сделало ее великой. У Атлантиды был дух. Был код. Была божественная часть. И именно утрата этой части стала началом конца. Платон не просто сообщает, что Атлантида погибла. Он пишет почему. И его объяснение звучит не как хроника, а как нравственный диагноз. В Критии философ подчеркивает, атланты когда-то были наполовину божественными. Их род восходил к Посейдону, а это значило не просто происхождение, а участие в высшем замысле. Но с течением времени божественная часть в них ослабла. Людская природа возобладала. Они начали забывать, откуда пришли. И забыли, зачем живут. Их сердца наполнились жадностью, высокомерием, стремлением к власти. Их изобилие стало поводом для гордыни. Их города сияли не как храмы, а как витрины. Их ритуалы стали пустыми. Платон прямо говорит, они утратили меру, а вместе с ней и благословение. И тогда, пишет он, Зевс, отец богов, видя это, созвал собрание бессмертных. Он хотел наказать их, чтобы они вновь пришли в согласие с природой. Но на этом текст прерывается. Мы не слышим слов Зевса. Мы не видим самого наказания. Мы видим лишь результат. Атлантида исчезает за одну ночь и один день, поглощенная землетрясением, бурей и морем. Как будто сама земля отвергла ее. Миф рисует гибель Атлантиды как акт небесного суда. Совет богов, гнев стихии, справедливое наказание. Потоп как архетип. Землетрясение как метафора внутреннего разлома. Огонь и вода вместе – очищение. Это не просто разрушение, это перезагрузка. Как в библейском потопе, как в индийских циклах, как в мифах северных народов, мир должен пройти через разрушение, чтобы вспомнить, кто он. Что было не так? Первые поколения царей соблюдали порядок. Закон был живым. Храмы были местом силы. Но потом, поколение за поколением, все становилось внешним. Власть перестала быть служением, стала самоцелью. Золото, раньше символ солнца, стало знаком превосходства. Каналы, построенные для единства, стали границами. Жрецы читали молитвы,
но уже без веры. Жертвоприношения приносились по традиции, а не по убеждению. Храмы стали музеями. Так и бывает, цивилизация не рушится, когда рушатся стены. Она умирает, когда внутри уже нет смысла, а снаружи еще блеск. Именно в это мгновение начинается падение. Не в тот день, когда приходит буря, а в тот, когда утрачивается дух. В диалоге Тимей Платон подчеркивает, что в последнюю эпоху Атлантида начинает экспансию. Она желает покорить Восточное Средиземноморье. Среди целей – древние Афины. Но эти Афины у Платона не те, что мы знаем исторически. Это идеал. Образ добродетельного общества, где царит умеренность, честь, уважение к закону. Именно они побеждают Атлантиду не числом, не силой, а правотой. Это не просто сюжет. Это аллегория. Дух побеждает форму. Смысл побеждает внешность. Есть и другие объяснения. Историки и геологи приводят гипотезы, которые могут объяснить гибель Атлантиды естественным путем. Землетрясение, вулканическая активность, подъем уровня океана после таяния ледников. Санторини, например, вулкан, извержение которого разрушило минойскую культуру. Вода залила побережье. Города исчезли. Память осталась и трансформировалась в легенду. Другие указывают на археологические находки, затопленные плато, геометрические структуры на дне Карибского моря, необычные образования у Бимини. Все это фрагменты, осколки, не доказательства, но намеки. Мир хранит следы. Иногда глубоко, иногда на поверхности. Но увидеть их можно только тогда, когда умеешь смотреть не глазами, а вниманием. Но, пожалуй, самое важное, даже эти версии не противоречат Платону. Они не исключают мифа, а лишь добавляют ему телесности. Потому что миф – это не ложь. Это язык, в котором правда говорит с вечностью. Это ткань, в которую вплетаются события, образы, страхи, надежды. Миф – это зеркало культуры. И гибель Атлантиды не о прошлом. Это о нас. Погубило Атлантиду не море, не вулкан, не вражеское войско. Ее разрушило забвение. Забвение смысла. Нарушение меры. Предательство кода. Утрата связи с тем, что делает цивилизацию не просто местом, а идеей. Именно поэтому гибель Атлантиды не финал, а урок, не руина, а зеркало. Потому что Атлантида может снова появиться. В любом обществе, в любом городе, в любом человеке. Вопрос лишь в том, помнит ли он, кто он есть. И все же, даже исчезнув, она оставила след. След не в песке, а в памяти. Не в камне, а в культурном коде. В обрядах, символах, архитектуре, фразах, что перешли в новые народы. Мы увидим это в следующей главе. Атлантида исчезла. Ее дворцы покрыла вода, ее законы смыло время, ее золото развеяло. Но сама Атлантида не исчезла. Она осталась в отголосках, в фрагментах, в дыхании других культур, в мифах и традициях, которые не возникли бы ниоткуда, в ощущении, что однажды был центр, центральная ось, свет, который уже не горит, но еще освещает. То, что принято называть комплексом Атлантиды, это не просто набор мифов. Это культурная матрица, совокупность обычаев, символов, архитектурных решений, обрядов, взглядов на власть, человека и космос. Это мировоззрение, которое не сохранилось напрямую, но которое распалось на искры и вплелось в ткани других цивилизаций. И что особенно важно, такой комплекс в аналогичном виде не встречается нигде более, кроме пространств,
охватывающих Западную Европу, Северную Африку и Америку. От Платона начинается путь осознания. Его слова о кольцевых городах, Орехалке, храме Посейдона, 10 царях, разделенной власти, союзной империи – все это не просто философский эксперимент. Мы видим отголоски этих образов у других народов. На Карибах мифы о морском народе, пришедшем с Востока, обладавшем знанием звезд и огня. У Дагона в Западной Африке точные представления о Сириусе и цикличности времени, появившиеся от учителей, пришедших по воде. В Центральной и Южной Америке память о белых бородатых богах, которые пришли с океана, дали письменность, каменные города и исчезли. В архитектуре ступенчатые пирамиды, точная ориентация по звездам, символика воды и солнца. В ритуалах обряды очищения, поклонение стихиям, совместные трапезы в честь предков. В языке древние корни, перекликающиеся между собой, от басков до майя, от египтян до кельтов. Это не случайное сходство. Это карта, след, комплекс. Он не выдуман. Он указывает на то, что когда-то было нечто общее. Нечто, что жило на берегах Атлантики, что умело строить города, чтить космос, говорить с Землей и передавать память не буквами, а смыслом. Возможно, у Атлантиды были колонии. Не военные базы, а точки влияния. Центры распространения идей. Там, где можно было строить по тем же принципам. От Пиренеев до Ямайки, от Сахары до Амазонки. Места, где до сих пор можно найти следы, в легендах, в линиях рельефа, в непонятных словах. Археология молчит, но иногда приоткрывает. Камни на дне океана. Геометрия, необъяснимая эрозией. Тонкости в резьбе по камню. Общее в украшениях, родство в технологиях. Нет надписей «Здесь жили атланты», но есть структуры, логика, отголоски. Миф о великом морском народе – один из самых устойчивых мифов на планете. Он не имеет одного источника, но повторяется с поразительной настойчивостью. Повторяется как эхо, как зов. И неважно, откуда он – из Египта, с Крита, из Перу или Исландии. Важно то, что он жив. Мы завершили большое путешествие. На протяжении всей лекции мы старались ответить на важнейшие вопросы. Существовала ли Атлантида на самом деле? Что именно рассказал о ней Платон и почему? Как был устроен этот загадочный остров-государства? Почему оно исчезло и оставило ли оно след? Мы изучили миф и сопоставили его с историей. Мы увидели, как Атлантида вырастает не только из фантазии, но и из культурной памяти. Мы узнали, что у этой цивилизации был высокий уровень развития, четкая структура, философия власти и культа, архитектура, технологии, а главное – идея. Мы сопоставили ее с другими культурами, обнаружили параллели и следы. И мы поняли, Атлантида – это не просто остров. Это образ, символ, архетип. Эта история волнует нас потому, что она универсальна. Она о том, как великая держава может быть утрачена не внешним врагом, а внутренним забвением. Она напоминает, цивилизация держится не на золоте, не на стенах, а на мере, на законе, на духе. И все же Атлантида не исчезла бесследно. Ее память живет в мифах, в культуре, в архитектуре, в символах, в легендах народов, которые никогда не слышали имени Платона, в стремлении людей соединить землю и небо, в поиске гармонии. Пусть в наших снах Атлантида не утонет вновь. Пусть она всплывет не как остров, а как внутренний ориентир. Как напоминание о том, что величие начинается с простого, с памяти, с меры, с верности себе. А теперь укутайтесь потеплее, закройте глаза и отправляйтесь в путь. Пусть этой ночью вам приснятся звенящие каналы и сияющие храмы,
аромат атлантидских садов и голос Посейдона, зовущий из глубин. Спокойной ночи, мои дорогие друзья, и до новых встреч на наших лекциях.